Добрый день, друзья! Я Владимир Козловских. Это канал «Золото, валюта, богатство». В этом ролике мы с вами сделаем краткосрочный на пару-тройку месяцев и на пару кварталов прогноз по золоту в рубле. Всегда, когда я говорю «мы с вами», слово «вы» я говорю с большой буквы. Это когда неуважение к тем, кто, несмотря на то, что я обладаю очень скромными способностями понятно объяснять, все еще продолжают смотреть ролики этого канала. Но перед тем, как перейти к краткосрочному прогнозу, я бы хотел немного вернуться к общей логике всего изложения того, о чем мы с вами говорили на протяжении нескольких десятков роликов. Для того, чтобы все, о чем мы с вами говорим, замыкалось на реальную жизнь и вызывало хоть какое-то доверие, а не болталось, как сферический конь в вакууме, мы с вами делаем краткосрочные и долгосрочные сценарные прогнозы. Я всегда подчеркиваю и стараюсь дать вероятностную трактовку этих прогнозов. Но начинаем мы всегда с долгосрочной картины и долгосрочных сценариев. Они являются определяющими. Они задают границы для среднесрочных и краткосрочных тенденций. И в терминах коррективная или импульсная волна определяют их характер. Параллельно я пытаюсь дать небольшое представление о техническом анализе. Тот объем, в котором мы с вами это делаем, позволяет только немного освоить терминологию и чуть-чуть понять методологию и логику этого способа анализа рынков. Те, кто не сталкивался с этим раньше, не ожидайте больших результатов. При данном формате изложения очень хорошим результатом будет хотя бы улавливание общей логики, когда я делаю технические отступления. Отличным результатом будет хотя бы привыкание к терминологии. Хотя эти ругательства я пытаюсь использовать очень сдержанно. Все это нужно для того, чтобы вы правильно могли воспринять и использовать прогноз. Только в 15-20% случаев прогноз может быть сформулирован достаточно уверенно и на более-менее обыденном языке. Для того, чтобы рынки не болтались в воздухе чудес и происков рептилоидов, мы с вами обозначаем связь тенденций с циклами в экономике и в геополитике. Запомните, что в подавляющем числе случаев не графики рынков рулят реальными процессами, а наоборот. Реальные процессы рулят графиками рынков. Более дальняя наша цель – показать и осознать масштаб и глубину происходящих сейчас процессов. Но самое главное – показать настоящие, объективные причины происходящих изменений. Не исполнять танцы с бубнами, напевая вокруг костра мантры про рептилоидов и магические державы моря, а показать настоящие, совершенно объективные причины торможения экономик мира. Только такой подход дает возможность планировать свои действия и свое будущее. И в том числе управлять своими сбережениями и резервами. Все иное приводит к охоте на ведьм рептилоидов, к байкам про условных Ротшильдов с Рокфеллерами и сирийские державы моря. Будущее в определенном смысле является следствием прошлого, но никогда его не повторяет. Будущее – это привлечение и использование энергии для усложнения, трансформации и расширения нашего мира на основе полученных в прошлом о нем знаний. Все это нам необходимо для того, чтобы понять стратегию России по выводу мира из глобального кризиса, который реализует наш президент. Стратегия эта долгосрочная, как минимум на ближайшие сотни-полторы лет. Она охватывает все вопросы, от существенного в десятки раз улучшения качества жизни до межрелигиозных отношений и эволюции человека в направлении его творческого и созидательного начала. Золото непосредственно связано с энергией. Именно поэтому мы начали с него. Еще раз подчеркну, я не создаю в ваших головах золотого тельца или идола. Я лишь утверждаю и пытаюсь показать, что золото лишь более-менее подходящая линейка для измерения экономических процессов. Чтобы было более привычно, слово «линейка» мы с вами заменяем словом «валюта» или «деньга». После завершения краткосрочного прогноза в этом ролике в
В следующем ролике мы с вами посмотрим на то, как может выглядеть структура сбережений или резервов в разрезе трех инструментов – золота, доллара и рубля. А также определим критерии изменения этой структуры. Опираясь на то, что мы уже посмотрели, то есть золото в долларе, золото к рублю и доллара к рублю, а также слегка зацепили недвижимость и облигации, в ролике через один мы с вами сможем сформулировать предварительную, наиболее безопасную схему управления структурой сбережений или резервов при принятии инвестиционных решений. Переходя к краткосрочному прогнозу, еще раз быстро пробежимся по акцентам долгосрочной логики развития событий золота к рублю. У нас есть два долгосрочных сценария. Первый условно синий, второй условно зеленый. Критерии их разделения мы установили. Но разделение, то есть выбора сценария, пока еще не произошло. Именно кратко- и среднесрочная динамика в ближайшие несколько лет будет способом выбора того или иного сценария. Поэтому очень коротко и тезисно восстановим эти сценарии и критерии их разделения. Мы с вами разбирались с ними в предыдущем ролике. Золото, рубль, прогноз на 15-25 лет на март 2023 года. Ссылка на него сейчас на экране и под роликом, в его описании. Напомню, что все графики, которые я использую в этом ролике, есть в публикации на Дзене. Графики для ролика, золото, рубль, прогноз на 2-3 месяца и на 2-3 квартала на март 2023. Ссылка на них под этим роликом и в его описании. Это два наших сценария. Золото к рублю в годовых свечах. Подчеркиваю, это один и тот же график. Только разные его разметки. Слева у нас первый сценарий. Вот он. Условно синий. Более длинный. Справа второй сценарий. Условно зеленый. Более короткий. Оценку длин волн и размах колебаний из предыдущего ролика повторять не будем. Широкие колебания рубля к золоту означают увеличение вероятности его нестабильности и к другим валютам. В первую очередь к доллару, евро, юаню. Но, как мы увидим далее, их движения к рублю будут определяться их динамикой к золоту. Ключевое отличие этих двух сценариев – их длительность. Первый значительно длиннее, вот его длина. Он длиннее второго, вот этого сценария, как минимум на 30-40 лет. Также в первом сценарии как минимум на одно колебание вверх-вниз больше. Вот оно, синее колебание. Вот эти части одинаковые, за исключением внутреннего сценария. Добавляется одно синее колебание. Также в первом сценарии как минимум... плюс первый сценарий может растянуться еще на одно колебание вверх-вниз. Если мы посчитаем, что третья синяя волна, вот это, еще недостроена. Тогда добавится еще одно колебание, третья волна сместится вот сюда, и добавится еще одно вот такое колебание. Так, и вот так. Это альтернативная возможность помечена вот этими синенькими цифрами. То есть троечка и пятерочка смещаются вот сюда и добавляется одно колебание. Помимо этого, в случае реализации первого сценария, поддержка четвертой зеленой волны из второго сценария, вот это вот, перемещается чуть выше. Если это произойдет, то это увеличит вероятность значимого прорыва и закрепления рубля выше максимума 2022 года. Вот сюда, вот здесь. То есть вероятность закрепления здесь вот увеличится. То есть не обязательно, что он будет иметь вот такую вот динамику. Она может быть и другой, если третья волна окажется выше. Такой вариант развития увеличит вероятность того, что пятая волна уйдет существенно выше 8000. Например, по типу 2014 года. То есть вот примерно вот так вот. Вот он 2014 год. То есть может разыграться вот такой сценарий.
Помимо этого, если реализуется условное голубое растяжение второго сценария, то есть если вот этот вариант реализуется, то высока вероятность размещения поддержки для четвертой голубой волны. Эту волну я здесь не показываю, просто ее так провожу, мышкой показываю, то есть только на экране показываю. Высока вероятность, что поддержки для четвертой голубой волны сместятся то есть окажутся в поддержках зеленой волны. А тогда поддержки для синей волны, вот это, и для зеленой волны сместятся вот сюда вверх. Ну, может быть, вот в эти красные линии даже они могут сместиться. То есть вот в эти зоны. И тогда вероятность значимого прорыва выше 8000, то есть в случае растяжения первого сценария на третью голубую, то есть на третью голубую волну, еще сильнее увеличится. В предыдущем ролике мы с вами определили, что второй более короткий сценарий зеленого зигзага более вероятен, чем первый, или чем его голубое растяжение. Это определяется тем, что золото пробило вниз две синие поддержки. Вот здесь это показано. Вот они, пробиты. То есть две синие поддержки, это 4200 и 3650, 3700 примерно. Также это определяется тем, что золото значимо зашло в область предполагаемой первой волны. То есть вот сюда вот. То есть чего не могу быть. Поэтому у нас вот здесь нарисовано. Поэтому этот максимум должен быть третьей волной. Ну, как мы в прошлом ролике определяли. То есть мы с этим там плотно разбирались. На правом графике я эти поддержки тоже показал. Вот они. Они будут важны для краткосрочного прогноза. Красные линии ограничивают зоны сопротивления росту для обоих сценариев. Они одинаковы в обоих случаях. Это зоны 4600, 5200, 6500, 6800 и 7600, 7900. Вот эти зоны. При обоих сценариях золото в этих зонах если достигнет их, будет как минимум притормаживать и входить в коррективное состояние. Я еще раз хочу обратить ваше внимание на то, что сейчас мы смотрим на золото в рубле в годовом масштабе. И на этом графике одна свеча – это целый год. Ну, вот это, например, или вот это, или вот это. А саму коррективную волну мы можем видеть только в месяцах или в неделях. Второй сценарий, то есть зеленый зигзаг, более вероятен. Помимо упомянутых выше причин этого, есть еще два критерия разделения двух наших сценариев. Первый – это пробой максимума 2022 года вверх. 8000 рублей. До пробоя минимума 2022 года. То есть вот этого. Это критерий увеличения вероятности первого сценария. Если это происходит, то в дальнейшем зеленый зигзаг становится просто невозможен. И даже если после этого произойдет пробой минимума 2022 года, вот здесь, то с очень высокой вероятностью не будет глубокого снижения. В этом случае наиболее вероятно, что золото не опустится ниже 2,5. Ну, где-то вот здесь, в этой области затормозится. Вторым критерием разделения сценариев является значимый пробой вниз минимума 2022 года до пробоя максимума 2022 года. Этот критерий увеличения вероятности реализации второго сценария. В этом случае резко вырастет вероятность похода золота в область поддержек большой четвертой зеленой волны, то есть в 1800-1300. Промежуточными критериями увеличения вероятности развития второго сценария и уменьшения вероятности первого является повторный пробой вниз синих уровней 4200 и 3700.
Сейчас мы находимся между всеми этими критериями. И формируется коррективная волна B. Вот она, пунктирчиком обозначена. Она либо во втором сценарии зеленого зигзага, то есть вот этого, либо в треугольнике или прямоугольнике первого сценария, то есть вот эта вот волна B. На формирование этой волны B, как и в случае с долларом к рублю, может уйти от нескольких кварталов до нескольких лет. Я здесь отложил от минимума 2022 года вверх уровни Фибоначчи от размера всей вот этой вот третьей волны, ну как сигнальные уровни. Уровень 61% находится как раз под уровнем 8000. Это не означает, что золото обязательно туда сходит. Это просто означает, что для роста до этого места нет глобального технического противоречия в рамках как первого, так и тем более второго сценария. Отмечу, что даже подъем золота до чуть ниже 8000, вот до сюда, не исключает в дальнейшем развитие по второму сценарию, то есть по сценарию зигзага. Вот этого. Обращу ваше внимание на то, что даже если предполагаемая волна С, то есть вот эта вот волна, вторая часть, будет развиваться из почти 8000, вот отсюда, то даже с этой высоты она не может отрисовать вниз, вот сюда вот, 1,6 размера предполагаемой волны А, то есть вот эта вот волна. Как это обычно бывает в зигзаге. Для этого ей необходимо чуть-чуть уйти в отрицательные цены. Вот сюда вот. Так как размер предполагаемой волны А, вот этой, 8000 минус 2850, и размер ее составляет 5150 рублей, а 5150 умножить на 1,6 это 8240, а это больше всего, то есть 8240 это вот здесь находится. А это больше всего размера предполагаемой третьей большой зеленой волны. То при развитии второго сценария нет технического запрета падать почти до нуля. Это же было справедливо и для второго сценария доллара к рублю, ну тут который является более вероятным. Поживем увидим. Например, короткие фьючерсы в 20-м, в начале 20-го, в пандемию, падали в отрицательную зону. Раньше это было из области фантастики. Глядишь, и золото чем-то подобным поразит в будущем. Ну, я имею в виду на фьючерсном рынке. Чтобы спот туда сходил, то есть это Unreal. Это не является прогнозом. Это отражает тот факт, что как в долларе к рублю, ссылка на этот ролик на экране и под роликом, там где мы делали прогноз, так и в золоте к рублю мы находимся в ситуации возможности очень широких колебаний, как вверх, так и вниз. При этом эти сценарии могут развиваться несколько десятков лет. Отметим, что как в золоте к рублю, так и в долларе к рублю более вероятными в ближайшие несколько лет являются вторые сценарии. То есть сценарии колебания в пределах достигнутых значений, то есть либо вот здесь колупание, либо зигзаги глубокого падения. Ну, то есть после колебаний вот здесь, то есть достаточно глубокие зигзаги. А в золоте к доллару ситуация противоположная. Ссылка на ролик анализа и прогноза на экране и под видео в описании. В золоте к доллару более вероятным является либо рост к новому максимуму, вот сюда, либо слабый рост и попытки консолидации, ну где-то вот здесь, допустим, вот в этой области. Но прорыв вверх более вероятен. По моим оценкам, если произойдет пробой максимума 2020 года, вот этого,
то резко вырастет вероятность падения доллара к золоту примерно в 5-10 раз за очень короткий период, примерно до конца весны, начала лета 2025 года. То есть в этом случае рост золота к доллару к середине 2025 года может произойти в область 10-20 тысяч долларов. При этом заметьте, что для изменения сценария рубля к золоту на более негативный, то есть на первый сценарий, у рубля к золоту запас движения почти 100%. Вот он, от текущих котировок. Аналогично и с долларом к рублю. И это полностью заслуга всей предыдущей политики Центрального банка. А вот у доллара к золоту пространства нет совсем. Смотрите. Максимум 2011 золото уже пробило. Вот этот максимум. А до максимума 2020 года, вот до этого, каких-то жалких 5-6%. В евро, фунте и иене максимум 2020 года, вот этот вот аналогичный, там у них свой такой есть, со вкусом уже пробит. И они изготовились спикировать к золоту. Шольц как только засуетился с отказом от северных потоков в марте 2022 года, так этот пробой и произошел. Ну, сейчас евро там набирает как бы потенциал для падения. У британцев это произошло аккуратно в феврале 2023 года. Как только Херш выступил, валяв все на Штаты с северными потоками, так и произошел пробой. Полагаю, что скоро дядюшка Джо начнет искать британский Фаберже. Благо теперь фаберженосец есть. Повторяю, ничем золото не движет. Просто те, кто ведет записи, отражают риски. Ключевыми являются курсы валют к золоту, а курсы для них между собой только следствие их динамики к золоту. Но в рубле к золоту, как мы с вами определили, более вероятны колебания у достигнутых уже показанных ранее значения или падение золота. А в долларе к золоту более вероятен рост к новым максимумам. Поэтому это дополнительный аргумент в пользу того, что и в долларе к рублю тоже более вероятен второй сценарий. То есть аналогично вот этому сценарию золотого зигзага. То есть вот этот вот сценарий. Чик-чик. Вопрос только откуда будет разворот. Более того, похоже, что Центральный банк России несколько лет назад тоже взял ФРС за причинное место. Поднимая котировки золота к рублю за рубли и переставая поддерживать доллар к рублю, разрешив ему упасть, он легко столкнет котировку золота выше 200, то есть выше этого места. Как мы сейчас вспоминали, это резко увеличит вероятность девальвации доллара к золоту. В случае развития этого сценария будет резкое ускорение инфляции в зоне доллара и быстрый рост ставок. При развитии этого сценария падения доллара к золоту я оцениваю как очень высокую вероятность роста процентных ставок по доллару выше 20%. В этом случае ни о какой реиндустриализации и высоких технологиях речи идти не будет. Если ситуация разовьется по этому сценарию, то встанет вопрос о жизнеспособности самих США как единого государства и о жизнеспособности долларовой системы. Примерно так, как это было в России в 90-х. Будет не до аукуса. Этот сценарий собирался инициироваться вот здесь. В феврале-марте 2022 года. Вот тут. Вот в этом месте. Ни одна властная группировка США не может желать разрушения империи доллара в рамках Бреттон-Вудской модели. Это сразу же приведет к обрушению доллара и к обесцениванию всех зарубежных активов, номинированных в долларах. Потому что это в основном кредиты. Но мир при обвале доллара в этом случае вздохнет, потому что резко снизится долговая нагрузка и выкачивание через нее ресурсов.
Борьба между группировками в Штатах идет не за то, чтобы уничтожить этот громадный ресурс. Для этого нужно быть просто идиотом. А за то, кто будет им владеть и на что направит. Инициировать обвал доллара могут только Россия, Китай и, наверное, Индия. Но только у двух последних военной мощи пока маловато. Поэтому Россия, похоже, как обычно, впереди планеты всей. Поэтому что? Правильно. Поэтому нужно было выставить России на март 2022 года, примерно вот сюда, военную угрозу через Украину. Но Россия так мощно и неожиданно упредила в феврале через СВО, вот здесь, что критерий в марте 22 почти сработал. У евро сработал через месяц, ну там в марте 22-го. У фунта сработал через год. Россия ведет СВО не с Украиной, а с главным противником, через Украину. И пусть не стонут турбо-псевдопатриоты, что Россия не ведет проактивную политику. Ведет. Еще как ведет. Просто наше руководство не ведет себя как та пиявка из Буратино, которая насосалась крови и начала болтать. А все эти псевдопатриоты, а-ля борцы за низкие ставки и счастье народа, это популисты ельцинского типа, у которых кроме влажной жажды порулить никакого патриотизма нет. А призывы типа «нужно быстро снизить ставку и все попрет» сильно напоминают программу Гайдара начала 90-х. И рыночек порешает. Штаты этот рецепт в смеси с эмиссией периодически пробуют. С начала нулевых. Последние результаты – 2008 год, ЛГБТ, БЛМ, ковидный провал и Silicon Valley Bank как предсигнальчик. Без деприватизации ключевых отраслей, аналога госплана и жесткого контроля целевого использования кредитных средств через цифровую валюту серьезное опускание ставок невозможно. Это будет кредитование противника, как это и было последние десятилетия. ЦБ после десятилетней партизанской зачистки банковской системы от помоек и колониальных черных финансовых шлюзов свою часть по разработке цифровой валюты планово делает. При развитии либо первого, либо второго сценария золота к рублю, то есть либо вот этого, либо вот этого, очевидно, что дополнительные критерии развития того или иного сценария мы можем получить только по мере развития и анализа формирующейся волны B, то есть вот этой вот части. Показанный на графике светло-зеленый пунктир, вот этот вот, зеленого зигзага, не является его точным прогнозом. Это только графическая схема. Динамика волны B определит место разворота. То есть вот это вот место. Либо здесь, либо может быть вот здесь. А динамика волны C, вероятность пробоя вниз двух синих поддержек, вот этой и вот этой, и уровня 2848, то есть минимум 22 года. Это мы можем видеть только в кварталах и на месячном масштабе. Сейчас мы к ним перейдем. Но предварительно сразу хочу вас предостеречь от объяснений и анализов типа «с золотом к рублю произошло то-то и то-то, потому что золото выросло или упало к доллару, а доллар упал или вырос к рублю». Сейчас это в корне неверно. Так было для всех стран, кто подписал Бреттон-Вудскую конвенцию. Именно в этом и заключается суть колониального валютного управления, когда национальная валюта полностью подчинена доллару. А Центральный банк является одним из инструментов колониального управления. Именно такая финансовая модель за долю малую и была сформирована ельциновскими либерал-реформаторами для России в первой половине 90-х и закреплена в Конституции и других законах. Возможности системного выхода из этой либеральной компрадорской ловушки удалось сформировать только после внесения поправок в 2020 году в Конституцию. Системные безвозвратные изменения могли начаться только после этого.
Пандемия была одним из инструментов нанесения удара по нашему референдуму тоже. Именно поэтому либеральное компрадорское чиновничество так рьяно вкупилось в ковидобесие. Когда это не помогло, их западная крыша изготовилась посредством Украины к войне против России, которая была упреждена СВО. Саботаж либералов, а точнее компрадоров, происходящим переменам и нашей СВО – это их защита своей доли малой в этой компрадорской системе, которую они создали в начале 90-х. В этом смысле СВО – это борьба России против неоколониальной системы, в первую очередь за свой суверенитет. А киевская хунта и внутренние либерал-компрадоры – это союзники нашего противника. Начавшиеся в 20-м перемены по углублению суверенности России одним из своих проявлений в финансовой сфере как раз и имеют то, что ключевым начинает становиться курс рубля к золоту, а все остальное начинает становиться производным. Ускорение России с 2020 года выхода из неоколониальной системы Запада на фоне развивающегося с начала 20-х годов глобального экономического кризиса является экономической причиной создания Западом через Украину военной угрозы России и провоцирования ее на СВО. Конфликт России с Западом на Украине является только элементом более масштабного противостояния. Это противодействие России попытке неоколониальной экспансии Запада на весь мир. Название этой неоколониальной экспансии Запада – глобализация. Так называемая зеленая экономика – это одно из средств достижения этой неоколониальной экспансии. Она является для Запада средством выхода из глобального экономического кризиса. Различия в динамике золота к доллару и золота к рублю отражают различия в подходах России и Запада по выходу из этого кризиса. Ну и, соответственно, разную результативность подходов по этому выходу из кризиса. Евро, фунт и иена, австралиец и новозеландец уже запросились в больничку. Но я полагаю, что Штаты отправят их на кухню, но только в качестве продуктов. Запад для выхода из общемирового кризиса пользуется старыми рецептами, применявшимися последние несколько сотен лет. Расширение рынков сбыта и захват сырьевых и трудовых ресурсов. Но проблема в том, что Запад неправильно понимает причины и масштаб кризиса. Россия классифицирует этот кризис как кризис достижения пределов эффективности техноэнергетической эпохи. Это прямое следствие законов эконофизики. Поэтому Россия реализует техноэнергетическую, а не торгово-финансовую стратегию преодоления этого кризиса. Выйти из него старыми торгово-финансовыми и неоколониальными методами экстенсивного расширения в принципе нельзя. В этом смысле текущая ситуация сходна с историей падения Рима, его раздела на западную и восточную Римские империи и последующее падение Византии. Физико-экономические причины катастрофы падения Рима и развивающегося сейчас общемирового экономического кризиса абсолютно одинаковы. В этом смысле, в общем-то, он не экономический, а физико-экономический. Россия это понимает, поэтому президент реализует именно техноэкономическую стратегию выхода из этого кризиса. Она базируется на работах, начало которым положил еще Сталин после войны, в последние годы своей жизни после войны. Военная составляющая этой стратегии, идущая сейчас, это то, на что нас вынудил Запад. Мы к этому целенаправленно и временами по-партизански готовились с самого начала 2000-х, с Курска и событий в Чечне. То, что долгосрочный прогноз по доллару к золоту и золота к рублю показывает высокую вероятность более долгого, как минимум на 30-50 лет, протекания кризиса в зоне доллара, означает, что стратегия России в горизонте 10-15 лет постепенно будет одерживать верх. А может быть и быстрее. Вдруг от евро, фунта, иены и прочего у доллара приключится несварение или понос с золотухой. Фактически речь идет о том, что Россия и страны, которые присоединятся к разработанной и реализуемой ей стратегии,
в ближайшие годы пройдут через трансформационные кризисы. Запад же, с учетом того, что бесконфликтное расширение невозможно и у него нет никакой иной внятной стратегии преодоления кризиса, ждет не кризис, а катастрофа. Динамика в разных зонах сырья, в золоте, индексов, недвижимости и долговых инструментов будет детализировать и конкретизировать динамику протекания кризиса в них и перспективы выхода из этого кризиса. В дальнейшем мы постепенно расширим наш взгляд через эти инструменты на протекание глобального кризиса в этих зонах. Оценка, интерпретация динамики золота к доллару и рублю долгосрочная и носит вероятностный характер. Сценарии реализации этого долгосрочного прогноза будут определяться кратко и среднесрочной динамикой золота к доллару и золота к рублю. Поэтому возвращаемся к краткосрочному прогнозу золота к рублю. Переходим к осмотрению квартального и месячного масштаба. Но предварительно глянем на то, какую роль среднесрочная динамика играет в долгосрочном прогнозе и выборе долгосрочных сценариев. В обоих сценариях у нас идет формирование четвертой волны. Но в рассматриваемых нами возможных сценариях они имеют разную трактовку. От этого зависит длина каждого сценария. Вот этого и вот этого. А также вероятность прорыва вверх выше 8000. В самом коротком, наиболее вероятном втором сценарии, вот в этом, мы называем эту четвертую волну зеленым зигзагом. Вот ее схема. Так же, как и сам сценарий, в общем-то. В менее вероятном, более длинном первом сценарии мы называем эту четвертую волну, как и сам сценарий, синий. Голубой сценарий еще более длинный. В нем это тоже четвертая волна. Вот она. Но голубая. И она еще меньшего масштаба, чем в синем сценарии. Но его мы пока рассматривать не будем, чтобы не зачернять рисунок. Мы предполагаем, что волна А во всех сценариях сформирована. Вот эта часть. Различие только в ее трактовке, соответственно, в цвете. Мы пока предполагаем, что волна во всех сценариях – это первая половина 2022 года. Вот здесь. Ну и, соответственно, здесь тоже. Она очень короткая по сравнению с длительностью последующей динамики. Вот этой вот всей. Но это не противоречит общей теории Эллиота. Волна А в ней может быть очень короткой. Теоретически волна А может получить более сложную структуру и растянуться на несколько лет. Но пока мы будем рассматривать самый простой вариант. А в случае, если возникнет вероятность ее растяжения и иной разметки, мы вернемся к этой альтернативе. С другой стороны, если рассматривать динамику золота к рублю в совсем каноническом виде, то есть не как стоимость золота в рублях, а как стоимость рубля в граммах золота, то этот график будет как бы перевернутый, а точнее он получится делением единицы на вот этот график. При таком в кавычках обратном отображении все движение с 1920-х годов по настоящее время будет большой коррективной волной вниз. Вот так вот будет оно. А движение первой половины 22 года, вот это вот, будет претендовать на первую волну вверх или на начало первой волны в пятиволновом импульсе против всего этого движения. То есть все движение у нас будет снизу вверх, а вот эта вот начавшаяся коррекция будет как бы движением вверх начала. Это заумное отступление для тех, кто копает особенно глубоко. Дальше я рассуждения эти развивать не буду и запутывать вас тоже не буду. В дальнейшем без особой надобности вот от этого общепринятого, общеупотребимого, но все-таки неправильного представления пока отходить не будем. Таким образом, с наибольшей вероятностью во всех сценариях волна А уже сформирована, и сейчас мы находимся в формировании волны Б. Вот она.
Вот так волна А выглядит в днях. В днях волна А имеет не бесспорную, но достаточно явную пятиволновую структуру. Раз, два, три, четыре, пять. В перевернутом виде пропорции соблюдаются. Пятиволновой импульсный характер волны А – это еще один дополнительный аргумент, увеличивающий вероятность того, что вся конструкция большой четвертой волны, то есть вот этой волны, наиболее вероятно должна быть зигзагом, то есть иметь вот такую структуру. То есть мы с вами получили еще один дополнительный аргумент в пользу того, что второй сценарий зеленого зигзага наиболее вероятен. Таким образом, нам необходим прогноз развития волны B. Из динамики годового масштаба у нас есть две синие поддержки 3650 и 4200. Эти уровни не только поддержки. Их значимый пробой вниз является одновременно критерием увеличения вероятности реализации второго сценария. Красными линиями обозначены сопротивление росту золота к рублю. Это три зоны. 4700, 5200, 6500, 6800 и зона под самым максимум 2022 года 7600, 7900. Границы зон нужно рассматривать как плюс-минус 100 рублей. Эти уровни тоже получены и из макромоделирования и анализа в годовом масштабе. Но эти уровни ни в коем случае не являются однозначным прогнозом на ближайшие несколько лет. Это те уровни, в случае достижения которых золото будет притормаживать или консолидироваться, если говорить языком технического анализа. В этих областях, если они будут достигнуты, наиболее вероятно будут формироваться коррективные волны. Критерии увеличения вероятности достижения этих уровней мы можем получить только из анализа динамики в более мелком масштабе. Вот здесь. И здесь все как обычно в схеме нашего анализа. Большие или несколько более главных масштабов задают нам общую трактовку картины, определяют технический характер для возможных движений, например, коррекция штриховая линия, или импульс, сплошная линия. Здесь то же самое. А также более крупные масштабы накладывают наиболее вероятные рамки ценовых движений для фигур меньшего масштаба. Это делают крупномасштабные поддержки и сопротивления. Наиболее четко это свойство наблюдается, когда масштабы различаются на две ступени. На всякий случай напомню, что одна ступень – это примерно соотношение по времени примерно между 1/4 и 1/6. Например, дни и недели – это соседние масштабы, а дни и месяцы – это масштабы через один. Соотношение через один масштаб диктуется тем, что для полной отрисовки пятиволнового импульса необходимо примерно 130-140 свечей. Общую, наиболее вероятную макротрактовку мы построили. Мы с вами определили ее как два возможных глобальных сценария построения либо синей, либо зеленой четвертой волны. При наличии возможности растяжения синего сценария появляется голубой. Далее мы определили критерии перехода одного сценария в другой. Если упустили или подзабыли эти критерии, гляньте предыдущий ролик «Золото-рубль. Прогноз на 15-25 лет» на март 2023 года. Ссылка на него под этим роликом. Или, если вам будет этого достаточно, посмотрите начало этого ролика. Мы там это повторяли. Коротко. Как обычно напомню, даже если я забыл специально подчеркнуть, мы всегда говорим только о вероятностной трактовке. Это добавляет некоторый дискомфорт любителям полной определенности. Но высокая степень определенности в движении рынка существует только 15-20% времени, когда развивается хорошо идентифицированный тренд. Остальное время рынки никуда не идут. Остальное время не тусуются, выбирая следующее направление движения.
Это утверждение работает во всех масштабах рынка, вплоть до минутных графиков. Ключевыми признаками выбора первого или второго сценария и мотивации для принятия решений по управлению нашими сбережениями или капиталом является следующая информация. Сценарий волны B, вот так вот, максимум волны B, или вот здесь, или вот здесь, то есть разворот и место начала волны C, и сценарий волны C, вот так вот, и глубина ее падения. В случае, если реализуется первый синий сценарий, вот этот, то с наибольшей вероятностью волна B должна быть пятиволновым импульсом. Вот так вот. И именно эта импульсность, если она реализуется, и будет создавать предпосылки для ограничения движения вниз. Это создает возможности для того, чтобы вся конструкция четвертой волны стала плоской волной. Либо треугольником, либо прямоугольником первого сценария. Если же волна B будет ближе к коррективной волне, а не к импульсной, то наиболее вероятно, что реализуется второй сценарий. Напомню, что коррективные волны бывают двух типов. Не только треугольники, прямоугольники, но еще и зигзаги. Очевидно, что дальнейшую информацию мы с вами можем получить только из меньшего масштаба, поэтому перейдем сначала в кварталы. Смысл смотреть графики обоих сценариев уже больше нет, поэтому дальше будем смотреть на втором, вот на этом, более вероятном сценарии. Это золото к рублю в квартальных свечах. Варианты управления долгосрочной структурой сбережений или резервов в разрезе золото, доллар, рубль мы с вами будем смотреть в двух следующих роликах. Но, тем не менее, на квартальном графике пометим на будущее, что у нас в первом квартале 2022 года, вот здесь, есть так называемая падающая звезда, пробитая вниз во втором квартале. Это признак того, что на этом пробое вниз могло быть закрытие длинной квартального масштаба позиции в золоте к рублю. И может быть небольшое открытие короткой, то есть понижение золота. Еще раз прошу вас не торопиться с действиями и выводами. С тем, что такое короткая, длинная и нейтральная позиция в золоте, с моей точки зрения, мы с вами будем разбираться в двух следующих роликах. Напомню, что я для накопления и резервов считаю нейтральной или нулевой позицией в золоте к рублю или доллару позицию, когда все средства находятся в золоте. А позицию, то есть остатки в какой-либо из этих валют, я считаю инвестицией из золота и короткой позицией к золоту. То есть позицией, открытой в понижение золота. Обоснование своего мнения я говорил в роликах «Золото, доллар 1, рост 50 раз, в чем хранить деньги», история с 833 года. Золото, доллар, в чем хранить деньги, нейтральная позиция в золоте. Золото, доллар, как в 3 раза увеличить доходность, не меняя стратегии. Золото, доллар, структура сбережений, в чем хранить. Роль золота в определении качества облигаций. Ссылки и часть из них на эти ролики сейчас на экране и в конце ролика в его описании. Далее мы с вами видим, что для всех валют в плане нейтральной позиции в золоте ситуация выглядит абсолютно аналогичным образом. Это не означает, что даже если вы сейчас в рублях или долларах, что нужно сразу бежать и покупать на все деньги золото. В следующем ролике я изложу свою точку зрения на это подробнее и детальнее. Также мы поговорим о взаимосвязи масштабов с объемами решений и структурой сбережения или резервов. В данном же случае квартальная падающая свеча нам нужна для того, чтобы понять, что ее минимум, вот он, 4314 рублей. Очень важный уровень. Обратите внимание, что он очень близко подходит к синей поддержке. 4200. Получены другими способами из больших масштабов. В кварталах, наверное, пожалуй, все. Поэтому переходим в месяцы. Это золото
к рублю в месяцах. Из анализа и моделирования месячных и недельных данных мы имеем еще 3 меньшего масштаба сопротивления росту, чем были предыдущие красные. Вот эти вот. Это сопротивление 4600, 5000 и 5500. На графике они обозначены тонкими коричневыми пунктирными линиями. Сопротивление 4600 совпадает с крупномасштабным красным сопротивлением. Вот оно. Сопротивление 5000 и 5500 – это расщепление крупномасштабного красного уровня 5200 на два уровня в более мелком масштабе. Анализ в месячном и недельном масштабах также дает еще две зоны сильной поддержки. 4100 вот он, и 3600, плюс-минус 150 рублей. На графике центры этих зон показаны зелеными пунктирными линиями. Ну вот они, вот это и вот это. Обратите внимание, что они очень близки к синим, более масштабным поддержкам. 3650, вот она синяя поддержка, и 4200. Это увеличивает их надежность, значимость и силу. Первое пунктирное коричневое сопротивление росту 4600, вот это, было пробито на неделе 13-17 марта. Далее это сопротивление 4600 это, будет локальной поддержкой при коррекции золота вниз, если эта коррекция начнется. Я еще напомню, как я трактую, что такое поддержки и сопротивления. Это те области, в которых будут формироваться фигуры. Эти фигуры будут либо фигурами продолжения, либо фигурами разворота. И характер поведения рынка в зонах у линий поддержки или сопротивления, он будет определяться тем, как рынок эти фигуры разрешит. Не более того. То есть это не гранитные стены и это не гранитный потолок. На прошлой неделе, 20-24 марта, произошло касание второго коричневого уровня 5000 рублей. Вот он. А также на прошлой неделе сформировалось условие увеличения вероятности кратко-среднесрочной коррекции золота к рублю. Условием начала этой краткосрочной коррекции золота вниз является пробой золотом вниз минимума недели 20-24 марта. 4801 рубль 9 копеек. Это примерно вот здесь, вот в этой области. В случае, если это условие будет выполнено, то с очень высокой вероятностью золото откорректируется в область 4600-4100. Вот сюда вот примерно. Не упускайте из вида, что я иногда упоминаю недели, но показываю все на месячном графике. В случае, если коррекция начнется, очень велика вероятность того, что золото остановится в области 4600. Вот здесь. Плюс-минус 50-100 рублей. Возврат к росту и рост в область красного масштабного сопротивления 5200-5300, то есть примерно вот сюда, после этой остановки в 4600 имеет очень высокую вероятность. Особенно, если в терминах классического или свечного анализа в области 4600 в днях сформируется и сработает фигура разворота. Вот здесь вот. В случае, если коррекция будет более глубокой, в область 400, то есть вот сюда, то обратный рост наиболее вероятен выше, примерно в область 5500, то есть примерно вот сюда наиболее вероятен рост. То есть в область верхнего сопротивления из меньшего масштаба, показанного коричневым пунктиром. В этом случае для увеличения надежности разворота в область 400, разворотная фигура или свечная конфигурация должны сформироваться в этой области, вот здесь вот, 400, в неделях. Либо если разворотная фигура сформируется в днях, то тогда дополнительно после ее срабатывания должны сформироваться и выполниться несколько фигур или свечных конструкций продолжения. Ну, то есть по мере поднятия по пути будут формироваться фигуры продолжения.
Признаком, увеличивающим вероятность перехода от коррекции в области 4600 к более глубокой, то есть вот сюда, вот, о которой мы сейчас говорили, в область 4100, будет пробой вниз минимума 4300, минимума марта 4350, вот этого минимума. Менее масштабные и более точные признаки продолжения коррекции в области 4100 после области 4600 для этого случая могут быть определены только в дневных или недельных данных, когда и если в области 4, когда и если они в области 4600 сформируются. То есть если в области 4600 на языке классического анализа в случае начала коррекции в днях или в неделях будет сформирована фигура продолжения движения вниз, и эта фигура будет вниз пробита. Качество этой фигуры и ее надежность, и надежность ее пробоя будет усилены, если область консолидации этой фигуры в области 4600 не будет своей верхней областью или там верхней границей касаться уровня 4800, то есть вот этого. То есть фигура сформируется, если вот здесь при коррекции, и не будет касаться области 4800. То есть в этом случае ее надежность и надежность ее пробоя будут выше. Если будут выполнены описанные чуть ранее условия начала коррекции по пробитию минимума недели 20-24 марта, и если ее формирование займет окончание марта и весь апрель, то в случае, если апрель закончится, а коррекция в диапазоне марта все еще будет продолжаться, и еще не будет пробит максимум марта к этому времени, то пробой вниз минимума апреля после его окончательного формирования будет увеличивать вероятность как минимум затягивания коррекции еще на несколько недель. А если уровни 4600, вот этот вот, и 4100 к этому моменту еще не будут достигнуты, то пробой минимума апреля, там где он будет сформирован, увеличит вероятность перехода золота к этим уровням, то есть 4100 и 4600. Обратите внимание, что второй уровень более глубокой коррекции, то есть 4100, вот этот, очень близок к минимуму первого квартала. Вот минимум первого квартала 4001, 4001 рубль. В случае, если по окончании марта, то есть после завершения первого квартала, произойдет пробой этого минимума 4001 рубль, то это резко увеличит вероятность глобального движения золота вниз, ниже минимума 2022 года. То есть вот сюда. Ниже уровня 2848. Обратите внимание, пробой уровня вот этого увеличит вероятность вот этого события. Но это не означает, что это мгновенно и сразу же все сюда пойдет. Может быть еще после этого достаточно сложное движение. То есть его еще нужно будет потом анализировать в краткосрочке. Об этих долгосрочных условиях пробоя минимума 2022 года мы говорили в прошлом ролике. То есть в прогнозе золота к рублю на 15-25 лет. Если не помните, можете глянуть этот ролик. Ссылка на него в описании. Или глянуть в начале этого ролика. Мы тоже немножко об этом говорили. Особенно хочу подчеркнуть и обратить ваше внимание на то, что описанные только что сценарии краткосрочной коррекции золота начнут работать только в том случае, если сначала произойдет пробой минимума прошлой недели, 20-24 марта. То есть коррекция начнется в том случае, если произойдет пробой уровня 4801,09. 4801 рубль 9 копеек. Напомню, будьте внимательны, я говорю цифры, упоминаю недели, но области этих цен и зон я показываю на месячном графике. Если вам так будет нагляднее и удобнее, откройте параллельно, пожалуйста, недельный график. И просматривайте все мои разговоры еще и на недельном графике. Условия пробоя минимума недели 20-24 марта до пробоя максимума этой недели, то есть вот этого уровня, то есть до пробоя уровня
5039 рублей очень существенно и важно для начала коррекции вниз. Потому что если происходит пробой вверх максимума этой прошлой недели, то есть 20-24 марта, то есть если проходит пробой уровня на 20, уровня 5039 рублей, то с более высокой вероятностью начинает работать сценарий продолжения среднесрочного роста в область примерно 5200-5300, то есть примерно вот сюда. Таким образом, диапазон предыдущей недели 20-24 марта, то есть диапазон 4801, это вот здесь примерно, 4801 рубль 9 копеек, и его верхняя граница 5039 рублей, это зона разделения краткосрочных и среднесрочных сценариев. Пробой этой зоны вверх – это увеличение вероятности. То есть пробой этой зоны вверх, вот сюда, это продолжение вероятности среднесрочного сценария роста в область как минимум 5200-5300. То есть вот сюда. Я просто повторяю то, что уже я сказал перед этим. И как мы с вами помним из прошлого ролика или начала этого, это идет продолжение формирования волны B в четвертой волне обоих сценариев, синего или зеленого. В случае же, если происходит пробой вниз этого диапазона, то есть 4801 рубль 9 копеек, вот сюда вот вниз, то есть диапазона прошлой недели, 20-24 марта, то наиболее вероятно начнет работать сценарий краткосрочной коррекции золота вниз, который мы с вами только что описали. Оба описанных краткосрочных сценария коррекции золота вниз, что до зоны 4600, вот отсюда, что плюс-минус 100 рублей, естественно, что до зоны 4100 плюс-минус 100 рублей. До тех пор, пока не происходит пробой минимума первого квартала, вот здесь, или минимум второго квартала после их полного формирования, ну, либо того, то есть либо того, либо другого, когда он будет сформирован, подразумевает приличную вероятность более высоких цен впоследствии. То есть это как бы локальная коррекция. Потом высока вероятность, что цены вернутся и будут выше, чем максимум марта. Поэтому до пробоя минимумов первого или второго квартала мы будем трактовать ситуацию в золоте как продолжение построения волны B в синем или зеленом сценарии и поиск точки разворота на начало волны C. То есть что получается? Минимум первого квартала, который сформируется с окончанием марта, или минимум второго квартала, который сформируется еще через 3 месяца, являются фактически критериями разделения сценария. Либо, если эти минимумы не пробиваются, то у нас вот эта зона коррекции, и потом более вероятно еще более высокие цены. Либо, если эти критерии пробиваются вниз, то более вероятно, что будет еще более глубокое падение. И с высокой вероятностью будет пробит минимум 2022 года. Забегая вперед в материал следующих 2 роликов, обоснования будут там и более подробное объяснение. Я изложу свой взгляд на позицию в золоте с учетом тех изменений, которые могут произойти, начиная с начавшейся вот этой недели 27-31 марта. Это не рекомендация, это только моя точка зрения. Если происходит минимум прошлой недели, 20-24 марта, то есть этот минимум 4801 рубль, примерно вот здесь находится. Подчеркиваю, если происходит пробой этого минимума, то это как минимум сигнал закрыть ту часть позиции в золоте, которая считается спекулятивной, то есть длинной. Возврат проданной спекулятивной позиции в золоте с небольшим ее увеличением или ее небольшое увеличение, если не выполнится условия ее закрытия, то есть пробой вот этого уровня 4801, можно поставить на пробой вверх максимум недели 20-24 марта, то есть вот сюда, 5039 рублей.
Если этот максимум будет пробит, то наиболее вероятно, что рост продолжится еще примерно 2-3 недели. Вот где-то в этой области. Если этот, а критерии закрытия этой позиции нужно будет определять по недельным или дневным данным, анализируя конфигурацию в областях сопротивления. То есть вот здесь или вот здесь. То есть в зависимости от того, где они сформируются. Для тех же, кто разделяет мою точку зрения, что более качественными в инвестиционно-экономическом смысле деньгами по сравнению с фиатными являются золото, но сейчас находится в рублях, я тоже выскажу свою точку зрения. В случае, если в ближайшие несколько недель на московской бирже произойдет пробой вверх максимума недели 20-24 марта, то есть 5040 рублей, ну 5039, то, на мой взгляд, как минимум 60-70% долгосрочных сбережений за вычетом кредитов и краткосрочных обязательств, непокрытых краткосрочных обязательств, плановыми поступлениями, и которые сейчас размещены. И если они сейчас, эти ресурсы, размещены в рублях, то эффективнее вернуть их в золото на 60-70%. С обоснованиями этой точки зрения и объяснениями мы с вами будем разбираться в следующих двух роликах. Для операции я полагаю, что наиболее удобным является биржевое безналичное золото. Напомню, что нулевой или нейтральной позиции в золоте я считаю в состоянии, когда долгосрочные резервы или сбережения за вычетом кредитов и непокрытых краткосрочных обязательств все в золоте. Длинной позиции в золоте я считаю увеличение позиции в золоте выше долгосрочных собственных средств за счет кредита. Время и длительность удержания позиции здесь ни при чем. Это классическое определение длинной позиции. Короткая позиция, в моем понимании, это его продажа за какую-либо валюту до уровня остатков золота ниже собственного долгосрочного капитала. Ну а продажа с целью открытия депозита или покупки каких-либо иных ценных бумаг или активов. Расположение в тех определениях длинной и короткой позиции, которые я дал, нет расхождения с классической терминологией. Никакого. Отличие только от вбитой за последние 50 лет точки зрения в том, что является нейтральной позицией, то есть нулевой. То есть это мнение о том, что является позицией в деньгах. Подробнее об обосновании моей точки зрения мы будем говорить в следующих двух роликах. Ну, я уже сказал, что с моей точки зрения, и в следующих роликах я ее буду обосновывать, нейтральной позицией является та позиция, в которой все долгосрочные ресурсы находятся в золоте. Подчеркну, что это не реклама сидения в золоте. Нейтральная позиция – это по своему смыслу примерно то же самое, что определение точки начала отсчета в системе координат. Например, если за точку начала координат или за точку отсчета вы берете свой собственный дом, то это же не означает, что вы всю жизнь просидите дома. Точно так же и мое понятие нейтральной или нулевой инвестиционной позиции не означает, что я сижу и призываю сидеть в золоте. Но понятие о нейтральной позиции и о том, что является реальными деньгами, сильно влияет на анализ, критерии принятия решений и, соответственно, на результат решения о закрытии позиции на возврат в нейтральную позицию. То есть на возврат в то, что мы считаем деньгами. Обоснование этого мы будем смотреть в следующих двух роликах. И те следствия, которые из этого следуют. Но в случае, если вы хотя бы немного или не до конца, если вам хоть немного или не до конца понятно то, о чем я сейчас говорю, то лучше вообще ничего не делать. Ориентируюсь на мою точку зрения. Потому что самая высокая опасность в том, что вы можете меня неправильно понять в каких-то нюансах. Но не в том, какое действие нужно делать, там, купить или продать, а в том, как нужно оценивать объем этого действия и как нужно оценивать результат и свои дальнейшие действия планировать. То есть, если хотя бы хоть что-то вам немножко непонятно в том, что я вам говорю,
То есть вы не до конца понимаете, лучше не делать ничего. Возвращаемся к описанию прогноза по золоту в рублю. Если в течение нескольких недель не будет происходить пробоя вверх или вниз диапазона 4, диапазона, то есть вот этой вот недели марта, 20-24 марта, это 4801, 5039, там 5040, вот этого диапазона. И несколько недель будут происходить колебания внутри этого диапазона, то есть вот здесь будет тусоваться рынок, то критерии начала коррекции вниз или продолжения роста золота к рублю будут оставаться в силе, как минимум еще 3-4 недели. Но потенциал движения в сторону пробоя в этом случае будет увеличиваться. То есть чем дольше будет продолжаться вот это колебание внутри диапазона, тем больше будет набираться потенциал последующего движения. В сторону пробоя, естественно. В случае, если произойдет пробой диапазона 4801, 5039, вот этого диапазона, вверх и начнет выполняться сценарий роста, то первым и более масштабным критерием начала коррекции вниз, который сейчас можно указать, это пробой минимум предыдущего сформированного месяца. Ну, сейчас это будет март, а через некоторое время это будет минимум апреля. С формированием каждого нового месяца этот критерий постепенно будет двигаться вверх. Еще раз повторяю. Через неделю это станет минимум марта. После окончания апреля это станет минимум апреля. С окончания мая это станет минимум мая. То есть он постепенно будет двигаться вверх. То есть если не будет происходить пробоя минимум предыдущего месяца. Более чувствительные и менее консервативные критерии. То есть сейчас я могу только крупномасштабные назвать, пока рынок никак не сформировался. Но более чувствительные, более точные и менее консервативные критерии при остановке роста или там, начало коррекции вниз можно будет определить, когда начнут формироваться эти данные. То есть когда рынок начнет формировать конфигурацию в днях и в неделях. В случае, если произойдет пробой диапазона 4801-5039 вниз, то есть вот сюда вот вниз куда-то, и начнет выполняться сценарий коррекции вниз, а после этого произойдет пробой актуального месячного критерия продолжения коррекции, ну, еще неделю этим критерием будет минимум февраля. Как только закроется март, это станет минимум марта. Как только сформируется апрель, это будет минимум апреля. То есть в случае выполнения этого критерия золото будет с очень высокой вероятностью стремиться как минимум в диапазон 400, плюс-минус 100 рублей. Вот сюда примерно. Если при этом, сейчас мы перейдем в кварталы, но если при этом в течение второго квартала, например, будет пробит низ минимум первого квартала, 4001, вот этот вот, то это будет означать высокую вероятность перехода золота как минимум к уровню 3700. Вот сюда примерно. 3700, 3600 плюс-минус 100 рублей. Вот сюда. Если пробой минимум первого квартала произойдет, то после этого увеличится вероятность пробоя минимума 2022 года. Вот этого. 2848 рублей. Но это, как я уже говорил, не произойдет мгновенно. И не произойдет это там наверняка или абсолютно точно. То есть нет вот такой железной, то есть что если пробил на минимум квартала, то все, железяка 100 пудов. Это только сильно увеличит вероятность пробоя минимум 2022 года. Для увеличения уверенности в дальнейшем движении вниз нужно будет анализировать конфигурацию, которая сформируется в области 4000, то есть вблизи пробоя минимуму первого квартала после его пробоя. А после этого анализировать конфигурацию в области 3-3500. Вот здесь примерно. То есть в области минимума 2022 года. Увеличение вероятности пробоя минимума 2022 года после пробоя минимума первого квартала означает не жесткую предопределенность, а только то, что после этого пробоя конфигурации в днях или неделях в области 4000 плюс-минус 100, ну или там может быть 150, и в диапазоне 3-3500
с наиболее высокой вероятностью будут конфигурациями продолжения движения вниз, то есть будут фигурами продолжения. Ну а если потом произойдет пробой минимума 2022 года, то это будет означать, что резко повысилась вероятность реализации нашего второго сценария. Ну, как мы смотрели в долгосрочном прогнозе. То есть это я фактически цитирую долгосрочный прогноз. В годах глянем. То есть вот он наш зеленый сценарий. То есть если пробивается минимум года, то дальше реализуется с наибольшей вероятностью зеленый сценарий. То есть если он там дальше пройдет. Сейчас мы опять вернулись в кварталы. Внимание! Приведенная вот только что нами схема с минимумами недель, месяцев и кварталов не универсальная и применима только в данном конкретном случае. Применять ее для других инструментов или ситуаций без предварительного анализа и выполнения еще нескольких чуть более сложных критериев нельзя. Подчеркиваю, эта схема – это результат предварительного анализа. В случае, если в ближайшее время будет пробит вверх максимум диапазона недели 20-24 марта 4801, вот этот вот 5039, и начнет реализовываться сценарий роста, то помимо обозначенных уровней сопротивления, то есть это вот этого, диапазон 6000 рублей плюс-минус 200 рублей является критическим сопротивлением для роста. В следующем ролике мы с вами разберемся с тем, какое отношение этот уровень может иметь к введению золотого стандарта в России. Если ситуация сложится так, что начиная с недели, то есть вот с этой недели, с начавшейся 27-31 марта, реализуется критерий начала роста, и золото дойдет до уровня, до этого 6000 плюс-минус 200 рублей, быстрее, чем за 3 недели, то проведенный выше анализ необходимо будет скорректировать. Если это потребуется, мы с вами ситуацию отследим. Весь анализ и прогноз, который я сейчас описывал, достаточно сложно воспринимать абстрактно. Поэтому я рекомендую вам слушать его с параллельным просматриванием графиков из Дзена. Ссылка на эту публикацию под роликом. Все кажущиеся мелкими подробности, нюансы в моем спиче очень важны. То есть детали, которые я проговариваю, они достаточно точные. Вся логика и критерии точные и четкие. Вероятность развития событий в случае выполнения критериев, о которых мы говорили, и по тем сценариям, которые мы обсуждали, достаточно высока, порядка 80-85%. Не огорчайтесь, если вы не сразу все поняли с первого раза. Это очень сложный для восприятия материал. Вы наверняка заметили, что почти все тексты я читаю. Это как раз связано с тем, что несмотря на то, что я сам делаю анализ и пишу их, я опасаюсь выпустить какую-нибудь деталь или запутать логику. Несмотря на то, что она и так достаточно сложная для восприятия, я еще боюсь ее еще ухудшить. Что сделаешь, у меня обычно небольшая голова. Единственное мое отличие от вас, что я этой головой в рынке смотрю чуть дольше вас. Динамические характеристики золота к рублю, росту золота к рублю сейчас сильнее, чем динамические характеристики доллара к рублю. Это означает, что золото через лондонский курс тянет за собой вверх доллар к рублю. Например, в сентябре это выразилось в том, что на закрытие пятницы 24 февраля кросс-курс доллара к рублю через серебро был выше 105 рублей. Совокупно, по всей видимости, это может означать, что Центральный банк, не имея достаточных возможностей иными способами удерживать доллар от падения к рублю, начал поддерживать его через покупку золота и серебра за рубли, чтобы инициировать рост доллара к рублю до тех уровней, которые он считает оправданными. Но это увеличивает и долларовый курс золота в России, как это уже произошло с серебром. А это повышательно влияет на цену внешнего рынка золота. ФРС же борется с инфляцией, повышением ставок. И в первую очередь с ростом золота. Пока Федрезерв только повышает ставки. Но бензин повышения ставок уже заканчивается. Если ставки не будут помогать, то может дойти до полной жути. До прямых интервенций ФРС на золотом рынке.
Таким образом, получается, что наш ЦБ взял ФРС золотыми клещами за Фаберже, чтобы западным партнерам неповадно было заниматься невозвратом наших денег. Но в принципе это может быть и не ЦБ, а какой-нибудь крупный экспортер или просто крупный оператор, который не может в силу санкций держать доллары от экспортной выручки и нести риски блокировки. Поэтому быстро продает доллары или евро за рубли и сразу покупает золото. С точки безопасности резервов это нормально. В роликах «Золото-доллар. Рост 50 раз», в чем хранит деньги история с 830 года, и в ролике «Золото. Прогноз на 15-20 лет, экономика России вырастет на 20%, кризис на Западе еще там будет сколько-то лет». Ссылка на эти ролики сейчас на экране и под роликом. Так вот, в этих роликах было показано, что средний темп падения доллара к золоту за последние 50 лет по простой ставке около 100% в год, а по сложной свыше 7-8% в год. Это существенно выше и средних, и текущих ставок. При этом прогноз на 10-15 лет показывает, что даже по наиболее консервативному прогнозу средний темп падения доллара к золоту с очень высокой вероятностью в ближайшие годы будет выше 10-15% в год. Поэтому с учетом того, что биржевое золото крупный владелец практически всегда может под биржевое золото крупный владелец практически всегда может прокредитоваться в любой валюте, доступной на бирже, то ликвидность не страдает и риск блокировки отсутствует. А потенциальная доходность таких резервов на этом горизонте даже при достаточно консервативном управлении может оказаться существенно выше рублевых или долларовых облигаций. Поэтому взять ФРС за ФБРЖ мог и не наш ЦБ, а какой-нибудь экспортер или побратим серого танкерного флота. Ведь в предыдущем месте службы Верховного такие лихие финансовые креативщики работают. Если эта схема в той или иной системе работает, то это фактически выборочный перевод экспорта на золото для недружественных стран. Это и может быть одним из главных действий по формированию нашей с Ближним Востоком валютной зоны. Кто не войдет или не примет правил, пусть отправляется в Средневековье на солнечных батареях или на ветряках. С учетом того, что у ФРС золото всего на триллион 100 на триллион 200 баксов, то при экспорте несколько сотен ярдов в год только одной России золотишко ФРС хватит всего на пару-тройку лет. А куда курс бакса улетит при этом к золоту, даже помыслить страшно. Таким образом, держать золотые клещи на тестикулах ФРС вполне себе может не на маникюренная ручка финансиста, а мозолистая рука нефтяника, металлурга или хлебороба. Но может быть, и что это твердая рука русского офицера русской разведки. Она-то уж точно не дрогнет, когда нужно будет прекратить размножение доллара. В чем причина падения Silicon Valley Bank и как это повлияет на ситуацию на рынках и на золото? Причина системная. С точки зрения рисков банк работал с неликвидными. А когда подкатывает кризис, они всегда валятся в первую очередь. Это так называемое слабое звено. Фактически падение сектора 2-3 эшелонов – это сильный сигнал о реальных, существенных проблемах во всей экономике Запада. Credit Suisse, полагаю, скромно кивнул. После падения этих банков автоматически начнется переоценка коэффициентов риска в портфелях. Мы и так уже ниже плинтуса, но могут опустить еще. Это сухие формальности, в смысле переоценки рисков. Просто это как бухгалтерия. Это и может качнуть вниз наш рынок, но уже не очень интенсивно. Нужны еще какие-то действия в реале. Теоретически, если падение у нас на фондовом рынке будет очень быстрым, это может потащить доллар к рублю вверх, выше оценок в нашем прогнозе. Если динамика начнет влиять на выполнимость прогноза, мы это с вами предварительно отследим и подкорректируем прогноз. Но пока среднесрочный прогноз по доллару я оставляю без изменений. То, что золото с высокой вероятностью может сходить к доллару в район 2200 долларов, а потом и выше, это признак того, что внутри долларовой зоны формируются очень высокие риски срыва в очень серьезный кризис. Наиболее вероятно,
гиперинфляционная модель кризиса. При этом цены на активы могут и не падать. Ну, там, на акции, там, на облигации, на облигации будут падать. На дома, допустим. Могут даже расти они при этом. Но весь доход от их роста будет сжирать инфляция. Так было в России в 90-х годах. Особенно в первой половине. У заокеанских политиков иного способа подкрашивать свою ситуацию, кроме как пытаться хаотизировать мир быстрее, чем падают они сами, нету. Из того, что у них прямо сейчас под руками, только Украина. Поэтому постараются обострить ситуацию там. Типа погнать украинцев в неподготовленное наступление, замутить что-нибудь в Приднестровье или начать пристраивать в очередь на кладбище поляков, румынов или еще кого-нибудь. На втором эшелоне у них есть еще Тайвань, Ближний Восток, Средняя Азия и Дальний Восток. Англосаксам кровь из носа. Нужно затормозить развитие мира, пока они будут, лет на 10, на 15. Пока они будут пробовать индустриализироваться. Вообще-то из физико-экономических выкладок получиться у них это может только если промышленность остального мира они разрушат почти полностью. Именно это и отражают слова нашего президента о том, что Запад поставил целью опустить уровень жизни всего остального мира. Исходя из динамики золота к рублю и доллару, обострёж военно-политической ситуации наиболее вероятно начнется в начале-середине апреля, может быть ближе к маю. Там, на мой взгляд, будут локальные минимумы золота и доллара к рублю и локальный максимум золота к доллару. Подготовительный выстрел по нагнетанию обстановки они уже сделали, объявили Владимиру Владимировичу арест. В определенной степени это попытка топить смену информационной повестки заявления Хирша о том, что взрывом руководил Байден. А с другой стороны, это нагнетание напряженности перед действиями на Земле или попытка построения некой комбинации. Провокация с беспилотником в Черном море туда же, в ту же копилку. Американцам нужно удерживать золото и пытаться его развернуть вниз, как в 2022 году. И параллельно валить любые другие валюты и облигации, чтобы всем было вообще тащить бабло в американский госдолг. Оговорюсь, не событиями рулить при помощи золота или манипуляции с ними, а сконструировать события такие, чтобы курс золота и валют отразили изменения развития ситуации в нужном направлении. Еще раз вам повторяю и говорю, невозможно при помощи одних только курсов золота или валют рулить ситуацией. Без действий в реальном мире это практически невозможно. Полагаю, что ФРС может поразить воображение в ближайшем будущем. Она может в кавычках неожиданно поднять ставку еще выше, чем все ожидали. И это на фоне того, что в долларовой зоне все и так на грани убыточности. В конце 20-х прошлого века, перед Великой депрессией, примерно так же и было. Тогда ФРС неожиданно подняла ставку, спровоцировав ускорение и углубление кризиса. В Штатах, да и во всем мире сейчас ситуация идет о большой собственности, об очень большой собственности и очень большой реальной власти. Именно на таких кризисах большие и стоящие компании или перспективные стартапы и теряли независимость от финансового капитала. Так было с Фордом в 30-х и с рядом других перспективных контор из химии, самолетостроения, бытовой техники, и так далее. Сейчас эти компании крутяк из крутяка. Но они уже на излете. Финансовый капитал их высосал почти до конца, потому что физико-экономические законы не оставляют ничего другого. Так же было и с Apple, и с Microsoft в 70-х. То же самое, но в гораздо большем масштабе было с сырьевым сектором России в 90-х годах. С результатами чего наш президент последовательно и аккуратно борется уже больше 20 лет. Сейчас на кону стоит не поглощение компаний, а как перед Первой и Второй мировой передел зон влияния. Долгосрочный прогноз золота показывает процессы и риски именно такого масштаба. Силикон-Вэлли грохнули, чтобы заставить политиков дать добро на эмиссию. Ставку при этом, похоже, будут еще поднимать, либо пока сделают перерыв в увеличении. Комбинация эмиссии и относительно высоких ставок – идеальный набор для поглощения падающих компаний.
В 70-х, начале 80-х в Штатах эта схема работала исключительно продуктивно. Другое дело, что сейчас хочется реализовать ее во всемирном масштабе. На самом деле это и есть суть глобализации. Опустить всех, поставив на грань разорения, и купить за напечатанные копейки, за центы. То есть устроить всему миру российские 90-е. С Россией, Китаем, Индией и Ближним Востоком, частью Африки и Южной Америки чисто финансово-экономическая схема уже не прокатывает. И условная крыша Европы, намазывая ее на бутерброд, забила России стрелку на Украине. Остальными она полагает заняться потом. Нам, в принципе, не впервые. Шведский Карл, Наполеон, Гитлер примерно так же размышляли. Растолкуем мы нынешним, чьи в нашем лесу шишки. По моим оценкам, золото и валют максимального локального обострения международная политическая ситуация достигнет в июле-августе или в ноябре-декабре и решится в пользу России, Китая, Индии, Ирана и всех тех, кто хоть и молча, но поддерживает нас. Обострение второй половины года наиболее вероятно будет связано с развитием и модификацией сценариев поражения Украины. Я полагаю, что вооруженный конфликт России с Западом на Украине только первое звено в цепи конфликтов, которые с перерывами будут происходить до тех пор, пока мы с нашими друзьями не успокоим Запад. В следующем ролике мы с вами на примере динамики золота к доллару и к рублю разберемся с тем, какова может быть сейчас доля золота, рубля и доллара в сбережениях или резервах, предназначенных для инвестирования. А в следующем ролике посмотрим то, как связано золото с принятием решений о направлениях инвестирования. Следующие два ролика будут очень важными и, можно сказать, ключевыми для движения потом дальше. В них мы обобщим для практических целей то, что смотрели до этого. Но понимание хотя бы логики того, о чем говорилось в этом ролике, будет достаточно важно для двух следующих роликов. На этом разрешите попрощаться с вами, друзья, пожелать вам спокойного и уверенного взгляда в будущее и до встречи в следующих роликах.